Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. На Крымский полуостров обрушился мощный средиземноморский циклон и принес аномальные снегопады, которые парализовали транспортную систему региона. Основной удар стихии пришелся на южный берег Крыма и Севастополь. Пейзажи Ялты, Гаспры и Ливадии скрылись под плотным слоем снега. В Севастополе и Симферополе метель сопровождалась ураганным ветром, что привело к образованию снежных заносов и гололеда на ключевых магистралях. Наиболее критическая ситуация сложилась на трассе Севастополь-Ялта и в районе Сапун-горы. Там возник настоящий транспортный коллапс. Из-за невозможности преодолеть обледеневшие подъемы в многокилометровых пробках застряли десятки большегрузных автомобилей и сотни легковых машин. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы, однако интенсивность осадков и брошенные на обочинах автомобили существенно замедляют расчистку. В Ялте и прилегающих поселках из-за налипания мокрого снега зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач и падение деревьев. Власти Севастополя и Крыма настоятельно призвали водителей, не успевших сменить летнюю резину на зимнюю, категорически отказаться от поездок, а жителей по возможности оставаться дома. Штормовое предупреждение продлено до конца года. Синоптики прогнозируют сохранение отрицательных температур и новые волны снегопадов, что делает обстановку на перевалах и серпантинах южного берега крайне опасной. На данный момент в наиболее сложных точках трасс развернуты пункты обогрева. Полиция ограничила движение грузового транспорта на въездах в горные районы. Мы же за честный контент. Давайте посмотрим, сколько снега у нас выпало. Смотрим, сколько. 12 сантиметров. Как вам такое? Южный берег Крыма, Кострополь. 12 сантиметров снега. В воскресенье на юге Мексики произошла крупная железнодорожная катастрофа. Пассажирский состав межокеанского поезда сошел с рельсов в штате Оахака. Трагедия случилась во время прохождения поворота на участке между населенными пунктами Чивела и Нисанда в муниципалитете Асунсьон-Истальтепек. По официальным данным секретариата военно-морских сил Мексики, в результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек, еще 98 получили ранения различной степени тяжести. 5 пострадавших находятся в критическом состоянии, 36 человек потребовали экстренной госпитализации. На борту поезда находились 241 пассажир и 9 членов экипажа. Вторая локомотивная секция сошла с путей и увлекла за собой 4 пассажирских вагона. Один из вагонов сорвался в 6-метровый овраг, другой остался в полуподвешенном состоянии. В спасательной операции задействовали более 360 военнослужащих, авиацию и беспилотники. Выжившие пассажиры сообщили, что перед аварией состав двигался на высокой скорости. Генеральная прокуратура начала расследование причин схода. Рассматриваются версии как технической неисправности, так и превышения скорости. Данный инцидент стал 6-м случаем схода поездов на новых маршрутах, открытых в рамках масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Это вызвало резкую критику безопасности железнодорожного сообщения в стране. На месте катастрофы продолжаются работы по извлечению вагонов и восстановлению путей. В понедельник на значительную часть Турции обрушились экстремальные снегопады и метели, вызвавшие масштабный транспортный коллапс и многочисленные происшествия. В восточной провинции Малатия резкое понижение температуры и обильные осадки привели к образованию сильного гололеда на ключевых магистралях. По сообщениям местных властей и экстренных служб, обледеневшие дороги стали причиной сотен дорожно-транспортных происшествий. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Боло на северо-западе страны. Участок стратегически важной трассы Д-100 в районе Гереда оказался полностью заблокирован из-за сугробов
мотоциклов и застрявших больше грузов. Сотни людей оказались в снежной ловушке в своих автомобилях и автобусах, оставаясь без движения на протяжении нескольких часов в условиях сильного мороза. Из-за разгула стихии власти были вынуждены отменить занятия в школах в 14 провинциях Турции, включая Малатью, Болу и Диярбакыр. Метеорологи предупреждают о сохранении аномально низких температур и риске схода лавин в высокогорных районах. Жителям настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости, особенно в направлении восточных и центральных регионов Анатолии, где высота снежного покрова в некоторых местах превысила 25 сантиметров. Поисково-спасательные операции в наиболее пострадавших и изолированных сельских районах продолжаются. Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в автокатастрофу в Нигерии. Жертвами аварии стали личный тренер британца Роберт Латц и специалист по физической подготовке Сина Гами. Сам британский боксер отделался незначительными травмами. В момент аварии он сидел на заднем сиденье. Сообщается, что автомобиль столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине трассы. Для Энтони Джошуа это событие стало шокирующим завершением успешного месяца. Всего 10 днями ранее, 19 декабря, он одержал убедительную победу нокаутом над американским боксером Джейком Полом. Вместо заслуженного отдыха после напряженного поединка британец оказался в эпицентре трагедии. Власти Нигерии проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В воскресенье курортный поселок Янтар, расположенный на Вислинской косе в Новодвурском повяте Польши, столкнулся с последствиями мощного балтийского шторма, который серьезно изменил облик прибрежной зоны. Разгул стихии, достигавший 9 баллов по шкале Бафорта, сопровождался ураганным северным ветром со скоростью порывов до 80 км в час. Мощное волнение и ветер привели к тому, что на пляже, набережные, пешеходные дорожки и прилегающие к кафе и ресторанам территории были выброшены огромные массы песка. Часть пляжной инфраструктуры оказалась буквально засыпана. Поваленные мусорные баки, поврежденное ограждение у дюн и разбросанные обломки дополнили сложившуюся картину разрухи. Ситуация была настолько опасной, что из-за летящего песка и штормового ветра многие туристы и местные жители были вынуждены разворачиваться еще до выхода на береговую линию. Согласно прогнозам метеорологов, штормовая погода на Балтике может сохраниться еще несколько дней с вероятностью усиления порывов ветра до 100 км в час. Власти и экстренные службы региона призывают граждан избегать выхода на побережье до стабилизации погодных условий. В воскресенье центральная часть штата Иллинойс подверглась удару серии разрушительных торнадо, которые возникли на фоне прохождения мощного холодного фронта и вызвали значительные разрушения. По данным Национальной метеорологической службы, в регионе было подтверждено как минимум 3 отдельных вихря. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в округе Мейкон. В 15 часов 5 минут по местному времени торнадо краткосрочно коснулся земли в районе Блу-Маунт, а спустя 5 минут более мощный вихрь ударил по общинам Маунт-Зайон и Лонд-Крик, расположенным к юго-востоку от Декейтера. Скорость ветра в эпицентре достигала 193 км в час, что привело к полному сносу крыш как минимум у 8 жилых домов, разрушению гаражей и массовому вырыванию деревьев с корнем. Параллельно в округе Тазуэл был подтвержден торнадо категории EF1 со скоростью ветра до 158 км в час. Стихия прошла путь длиной почти 3 километра в районе Гроувленда, уничтожив несколько хозяйственных построек и повалив 8 опор линий электропередач. Суровые погодные условия оставили без электричества более 2400 потребителей в районе Декейтера. На некоторых участках дорог возникли завалы из обломков и поваленных стволов деревьев. Несмотря на масштаб разрушений и внезапность удара, сообщений о погибших или серьезно пострадавших не поступало. Власти штата ввели режим повышенной готовности и открыли пункты временного размещения для помощи жителям, чьи дома стали непригодны для проживания.
После прохождения грозового фронта температура в регионе резко упала, сменившись снегопадом. Это осложнило работу аварийных бригад. В понедельник и вторник Республика Абхазия столкнулась с масштабным энергетическим кризисом, вызванным мощным средиземноморским циклоном, который принес в регион аномальные снегопады и штормовой ветер. По сообщению Министерства энергетики республики, практически вся территория страны осталась без электроснабжения из-за многочисленных аварий на высоковольтных линиях передач и распределительных сетях. Основной причиной стало налипание тяжелого мокрого снега на провода и падение обледеневших деревьев на ЛЭП. В Сухуме, Гагре, Гудауте и других населенных пунктах подача света была полностью прекращена в ночь на 30 декабря. Минэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады компании «Черноморэнерго» уже выехали на места наиболее серьезных порывов и работают в круглосуточном режиме. Однако восстановительные работы крайне осложнены продолжающимися осадками и заносами на дорогах. Параллельно с энергетическим коллапсом власти ввели экстренные меры безопасности в туристическом секторе. Администрация Резинского реликтового национального парка объявила о его полном закрытии для посещения. Специалисты предупредили о критическом уровне лавинной опасности на горных участках дорог, ведущих к озеру Рица. Там высота снежного покрова за сутки увеличилась на несколько десятков сантиметров. Жителей и редких туристов в канун Нового года убедительно просят воздержаться от любых поездок в горные районы и эвакуировать личный транспорт с обочин дорог для обеспечения проезда спецтехники. Синоптики прогнозируют сохранение сложной погодной обстановки, что может задержать полное восстановление энергосистемы республики до 31 декабря. В воскресенье Болгарии наблюдался сильный южный ветер, который привел к многочисленным инцидентам и масштабным повреждениям инфраструктуры в нескольких регионах страны. Согласно данным Национального института метеорологии и гидрологии, скорость воздушных потоков в большинстве областей достигала 70-90 км в час, а в отдельных районах порывы превышали отметку в 100 км в час. Абсолютный рекорд был зафиксирован в городе Пазарджик. Там скорость ветра составила 122 км в час. В связи с экстремальными погодными условиями власти ввели желтый уровень опасности в 20 регионах, включая Старозагору, Пловдив, Хасково и центральную часть горного массива Старопланина. Основной удар стихии пришелся на город Старозагора и прилегающие населенные пункты. Шквалистый ветер массово валил деревья, срывал рекламные щиты, заборы и повредил кровлю жилых домов. Коммунальные службы получили десятки сообщений о падении металлических листов и крупных веток на проезжую часть. В ряде жилых кварталов пострадали припаркованные автомобили. Из-за обрывов линий электропередач зафиксированы временные перебои со светом. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Метеорологи предупреждают о сохранении ветреной погоды в высокогорных районах до конца текущего месяца. Информация о погибших или тяжело пострадавших в результате разгула стихии на данный момент не поступала. Сильный шторм продолжает оказывать серьезное влияние на юго-восток и восток Испании. Наиболее сложная ситуация сложилась в валенсийском сообществе, провинции Мурсия и на юге Андалусии, где затяжные ливни вызвали масштабные наводнения и транспортный коллапс. В провинции Мурсия за 1 час в некоторых районах выпало более 60 мм дождя, что привело к быстрому накоплению воды и повсеместным подтоплениям низинных территорий и дорог. В соседней провинции Аликанте локальные наводнения создали угрозу для жилой и дорожной инфраструктуры. В Валенсии, где в ряде муниципалитетов был объявлен красный уровень метеоопасности, количество осадков достигало 40 мм, но из-за перенасыщенной почвы и обильных дождей предыдущих дней ситуация оставалась крайне напряженной. Шторм парализовал транспортное сообщение в регионе. В аэропорту Манисис были изменены маршруты 9 авиарейсов, зафиксированы серьезные перебои в движении поездов и пригородного железнодорожного сообщения. Экстренные службы отреагировали на сотни вызовов, связанных с подтоплениями домов и завалами на дорогах, вызванными оползнями и упавшими деревьями.
На фоне разрушительных последствий непогоды были зафиксированы и положительные моменты для страдающей от засухи Испании. Продолжительные и обильные осадки значительно пополнили запасы воды в водохранилищах. Так, заполнение внутренних речных бассейнов Каталонии достигло 77,5%, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако власти предупреждают, что несмотря на снижение интенсивности шторма, риск новых наводнений и оползней в наиболее пострадавших районах сохраняется из-за переувлажненного грунта. На выходных иракская провинция Киркук пострадала от мощного штормового фронта, принесшего интенсивные ливни. По данным метеорологических служб, в регионе было зафиксировано 29 мм осадков, что спровоцировало внезапное наводнение и заставило экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Разгул стихии привел к серьезным нарушениям в транспортном сообщении. Паводковые воды затопили и парализовали ключевые автомобильные трассы, соединяющие Багдад с северными провинциями страны. На фоне экстремальных осадков объем сброса воды с плотины Дибис в реку Тигр достиг рекордного уровня. Специалисты подчеркивают, что столь высокие показатели наблюдаются впервые за многие годы. Этот приток станет важным ресурсом для увеличения водоемкости иракских водохранилищ, истощенных многолетней засухой, и поспособствует значительному подъему уровня грунтовых вод в регионе. В этот же день в районе Караханжир была проведена спасательная операция. Военный автомобиль, доставлявший продовольствие, был смыт мощным потоком воды. 2 бойцов Пешмерга оказались заблокированы в тонущем транспортном средстве, однако благодаря оперативным усилиям спасателей и очевидцев их удалось спасти. Власти Киркука призывают жителей деревень вблизи русла реки Нижний Зап и Долин немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления из-за продолжающегося сброса воды из плотин. В воскресенье в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана на золотом руднике в районе Заршо обрушилась защитная стена. Инцидент случился в утренние часы, когда десятки рабочих находились непосредственно в зоне ведения добычи. По данным от местных властей, под завалами оказались заблокированы люди. Обвал горной породы и обрушение искусственных укреплений были спровоцированы нестабильностью грунта и нарушением норм безопасности при проведении глубоких выработок. На место происшествия прибыли спасательные отряды и местные жители, которые пытаются вручную и с помощью скудных технических средств разобрать завалы. Ситуация осложняется труднодоступностью горного района и отсутствием современной тяжелой техники для проведения масштабных спасательных работ. К вечеру 29 декабря обнаружены тела нескольких погибших рабочих, и еще более 10 человек числятся пропавшими без вести, и надежды найти их живыми под многотонным слоем земли и камней практически нет. Рудники Бадахшана известны своими богатыми залежами золота и лазурита, однако большинство из них эксплуатируется кустарным способом без надлежащего инженерного контроля, что регулярно приводит к фатальным несчастным случаям. Власти провинции проводят расследование обстоятельств инцидента. Работа рудника в Заршое временно приостановлена до выяснения всех причин трагедии. В последние дни южные районы Иордании оказались под ударом циклона, который принес экстремальные и продолжительные ливни в провинции Карак и Тафила. Интенсивные осадки привели к критическому переувлажнению почвы, резкому подъему уровня воды в сухих руслах рек и создали высокий риск оползней, камнепадов и внезапных паводков. В провинции Карак из-за обрушений скальных пород был временно полностью закрыт мост и ключевая дорога, ведущие в город. Ряд других ключевых трасс также оказались полностью или частично перекрыты из-за угрозы новых обвалов и схода грязевых масс. Экстренные и дорожные службы были немедленно мобилизованы для проведения расчистки завалов и восстановительных работ. Аналогичная ситуация сложилась и в северных районах провинции Тафила. Сильные ливни вызвали повышение уровня воды в реках. Министерство водных ресурсов Иордании выступило с экстренным предупреждением о возможном переливе плотины Вади-эль-Карак, которая приблизилась к своей максимальной заполняемости – около 2 миллионов кубометров воды. Власти призвали жителей сохранять бдительность и избегать затопленных районов.
В воскресенье самый высокий и активный вулкан острова Ява Семеру произвел несколько выбросов пепла, самый крупный из которых поднялся на высоту около 1000 метров над вершиной. Шлейф протянулся в северном и северо-восточном направлениях. Сейсмографические станции зафиксировали извержение с максимальной амплитудой 22 мм и продолжительностью около 148 секунд. Власти сохраняют для вулкана Семеру 3-й уровень опасности, что подразумевает строгие ограничения для населения и туристов. Запрещена любая деятельность в юго-восточном секторе вдоль русла реки Бесок-Кубукан на расстоянии 13 километров от вершины, а также в радиусе 5 километров от кратера из-за риска выброса раскаленных камней. Сохраняется угроза схода пирокластических потоков и лохаров, особенно на фоне продолжающихся в регионе муссонных дождей, которые могут размыть скопившиеся на склонах вулканические отложения. Несмотря на интенсивность выбросов, информации о разрушениях или необходимости массовой эвакуации не поступало. Населению близлежащих районов рекомендовано использовать защитные маски в избежание респираторных заболеваний из-за пеплопадов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.